Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро. Несмотря на то, что у нас почти что 400, казалось бы, мало подписчиков, да, но при этом уникальных посетителей, те, кто смотрят канал, это больше 14 тысяч за ближайшие 28 дней. И всего просмотров больше 42 тысяч за ближайшие 28 дней. Так что это достаточно немало. И что это мне говорит? Это мне говорит о том, что большое количество новых зрителей приходят, те, которые еще не знакомы с самим каналом. Приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды. Сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за фуллстак разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт,
То есть вы можете, ну, все. То есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт, и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю. Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы... Это серия видео, которая посвящена хакатону. Кто-то принимает участие в хакатоне, а кто-то создает сайт, который вот помогает проводить хакатон. И эта вот серия, она будет посвящена именно созданию этого сайта, как он создается, как я его создаю. А вы можете принять участие участниками или судьями, менторами, организаторами в проведении этого хакатона. То есть, что у нас есть? У нас есть разные роли. Ближайшие это вот организаторы. Кстати, да, надо будет добавить страну Индия. Вот, есть судьи, есть менторы. Вот, и есть участники. Участников можно глянуть, допустим, по прошлому хакатону. Вот победители. Вот, так что, если вас интересует принять участие в качестве какой-то из ролей, то добро пожаловать. Эта серия вот посвящена сайту по созданию сайта хакатона. И если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом
хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги. Так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Продолжаем разработку хакатона, нашего сайта по хакатону. И глянем, что у нас наши исполнители. Значит, здесь у нас первый кодит, второй кодит, третий уже закончил, тут плюсик стоит, четвертый мы хотим пообщаться. Что он из базы данных? Данные сами втягиваются в первую карту Edition и карту глобальную. Хорошо. Прочитал Wrangler JSONic, и да, на самом Cloudflare это можно без GitHub и без твоего компьютера. Объясню просто и задам оставшиеся вопросы. Как робот живет прямо на Cloudflare? Рекомендую. Cloudflare есть свой планировщик, Cron Trigger, работает на их серверах бесплатно. Минуты не тратятся, как в GitHub. Плюс есть КВ, отдельная быстрая полка хранилища, которая живет независимо от базы D1, схема. Рассудки Cloudflare сам будет worker, тот собирает страны всех хакатонов. Участники, судьи, победители твоей поправки кладет готовый результат на полку КВ. Сайт отдает большую карту с полки КВ. База D1 может лежать. Карта все равно показывает КВ, отдает последние хорошие. И если и КВ пуст, покажем закомиченный файл snapshot, тройная страховка. Твой запасной план, локальный крон на компе, проверка в test all обновилась ли 24, понадобился бы только если Cloudflare так не умеет, а он умеет. Тройная проверка — это хорошо, но то, что карта может сама не отрисоваться, это факт, потому что это объект, и у него есть определенная логика, и что это надо как-то покрыть тестами, то вот это я хочу с тобой поспорить. Сейчас дальше читать буду. Так, вопросы, которые надо согласовать. Полка КВ, он... ок, завести маленькое КВ-хранилище в твоем Cloudflare. Я не против, главное, чтобы это было воплотимо, то есть дай задачу браузерному агенту, чтобы он собрал для тебя информацию или сразу выполнил задачу. Так, второе. Твоя проверялка 24 часа в тест all, даже с CF-кроном могу добавить страж, если карта не обновилась дольше суток, крон вдруг молча умер, сигналит, но предупреждаю о цене, если сделать это жесткой ошибкой, она заблокирует вообще все пуши даже по несвязанным задачам, пока карту не обновят. А как хочешь. Да, это важно, то есть если карту не обновят, то пусть все ложится и ни одна проверка не проходит, но тогда нам нужно добавить какие-то отметки того, что действительно
worker на Cloudflare успешно отработал, допустим, не было никаких изменений, то значит он должен ставить какую-то метку о том, что он фактически отработал и все успешно, и что новостей по картам никаких нету. То есть и уже наш тест считывает факт вот этой вот метки, что она была сделана в ближайшие 24 часа. Правильно? Так, и третье. Ручные поправки, насколько быстро видны. Папку в файле добавить, убрать страну, показать сразу на деплое или только после следующего суточного прогона. Рекомендую сразу. Да, если мы не сломаем логику, то я бы хотел, чтобы сразу было видно после деплоя. Первый работает, второй работает, а с четвертым общаемся. Ну, давайте вот с четвертым и попробуем пообщаться. Прочитал оба теста карты, теперь могу спорить предметно. И да, ты поднял правильную тему, заодно проверю, залогинили в Wrangler, чтобы КВ было воплотимо. Давайте сразу запустим нашего браузерного агента. И для него, наверное, создадим новую сессию. И в этой новой сессии мы добавим наш проект. Hack on Vibe Cop. И здесь, наверное, ты будешь мне помогать по браузеру, натыкать правильные задачи. Открой, пожалуйста, браузер и открой, пожалуйста, Cloudflare Pages. Видите, ну вот, то есть он строит уже какую-то playwright, и я ему сказал, что только чтобы я видел, потому что будет куча ошибок. Вот он начинает строить, и появляются первые ошибки. Поэтому я сказал ему не в headless режиме, а в head режиме. И возвращаемся к нашему. Так, Wrangler залогинен под широким токеном. КВ заведу сам. Браузерный агент не нужен. Подтвержу при сборке. Отвечаю на Heartbeat и отдаю обещанный спор про рендер. Heartbeat, да, ты прав, с одним важным уточнением. Твоя логика верная, ключевой нюанс, который ты сам и назвал, подчеркиваю, потому что на нем все держится. Worker штампует метку при каждом успешном прогоне, даже если стран ничего не изменилось. Иначе тихий, но живой крон неделю нет новых стран выглядел бы мертвым. Ты знаешь, я надиктую, пока я вспомнил, что у нас должны быть в тестах жестко зашиты уже факты стран, которые уже добавлены, и мы должны проверять тестами с фактическими уже забитыми странами, которые уже в большой карте общей и которые в странах конкретного эдишена хакатона. То есть вот такие вот тесты я хочу, чтобы ты накатил, и чтобы они краснели, если там что-то не так. То есть если хотя бы одна страна пропала, то есть если какие-то страны добавились, то эти тесты должны обновляться. Но вот если убавилась какая-то страна, вычелась оттуда, то это должен тест ловить. Это вот обязательно такая штука. Так, это все убегает, поэтому давайте мы это все копируем и убегаем в наше одно место, где мы
делаем правки к тому, что он нам предлагает. В самый конец идем, тут сохраним. Идем в самый конец. О, вот это он уже что-то открыл. И уже что-то здесь натыкивает. Вот это я уже доволен. Вот это уже то, что надо, он делает. И достаточно быстро все прогоняется, то есть я очень доволен. Я думал, надо будет еще оптимизировать скорость, но нет. Принято, правки видны сразу после деплоя. Давайте это еще тоже вырежу. И вставлю сюда. И в самом конце беру мои рекомендации по деплою. Тоже ему, может быть, надо будет надиктовать что-то туда. Heartbeat. Это мы уже вроде бы прочитали до сюда. Давайте посмотрим. То есть он заполнил все. Но это он сейчас делает позитивные тесты. Надо проверить, чтобы он не забыл негативные тесты. Это у нас первый. То есть мы у первого должны проверить, есть позитивные тесты. Нужно накатить 1 плюс 5 негатива. Потому что я еще не видел негативных тестов, а это важно. Ну, то есть, допустим, если человек не заполнил обязательное поле, оно обязательное, пропустит его дальше или сообщит об ошибке, что он должен дозаполнить. Так, возвращаемся к нашему. 2 уточнения от меня. Порог 24 часа. 28 часов, а не 24, крон раз в сутки. В 3.00, если поставить ровно 24 часа, пуш в 2.59 ложно покраснеет на минуту до планового прогона. 48 часов пропущен ровно 1 прогон. Пусть будет 25 часов. Гаситель npm run map, refresh руками, пересобирает карту, пишет свежий last run. Это честный сброс. Он и правда обновляет карту, но обязан быть аварийный люк. Allow state map 1 громкий логируется, иначе если Cloudflare сайт лежит, ты не можешь запушить даже срочный хотфикс по несвязанной задаче. Жесткость я уважаю, но полный локаут без выхода это я обязан отметить как риск, оставляю люк, но шумный. Ну, сейчас у нас сайт частично лежит на Cloudflare, то есть если Cloudflare упадет, то весь сайт упадет, и нам некуда будет коммитить. А карта, это то, что видно в первом экране. Я хочу, чтобы было видно в первом экране, поэтому я хочу, чтобы все проверки падали с громкой ошибкой, не шумный, а просто падали ошибки, пока это не починено, то ни один пиар не должен происходить. То есть надо починить, а потом уже делать. Если будет такая ситуация, то там я уже разберусь. Но это надо зашивать именно жестко. Так, обещанный спор
Карта может сама не отрисоваться. Ты прав, по сути, рендер — это отдельный слой от данных, правильные данные, нарисованная карта. Но давай точно, что где. Test map models. Рендер не проверяет, он читает исходник. Захостить саму библиотеку карты. Осталось решить коротко. Self-host. Ну, давайте тут. Мы уже начинаем писать playwright тесты через браузер и обязательно в видимом режиме, потому что там все будет ломаться. И переписали документы, которые при онбординге ты читал. Это проект дизайн переписали и переписали контракт со мной. И сейчас пишутся playwright тесты, то есть я за playwright тесты, чтобы мы физически тестировали, что происходит и отрисовывается ли карта физически, а не по каким-то непонятным моментам, которые ломаются. Так, осталось решить коротко. Аварийный люк, self-host библиотеки карт в эту задачу или отдельный пиар. Видите, как он в самом начале предложил, а потом уже сделал вид, как будто бы мы согласились с этим, и он уже спрашивает там в этот пиар или не в этот пиар. Рекомендую отдельным эта задача, и дальше уже рекомендацию. То есть так работает с убеждениями, что просто профессионал. Ну, то есть мы это вообще мимо нас. Пустые данные на карты, прятать, показывать no countries yet, оставлять последние хорошие в КВ. Рекомендую держать последние хорошие СКВ, если там пусто заглушка, не молчать, не молчаливый пустой мир. Полностью противоречит пункт 3 тому, что я сказал. Я сказал, что необходимо накатить тесты на то, что у нас в любом случае эти страны есть, и все добавленные страны уже в любом случае отрабатывают и не исчезают с карты, иначе все падает. Поэтому мы должны показывать какой-то локальный файл, который копируется из КВ и показывается именно локальный файл. Мы никогда не зависим от КВ, то есть КВ пишется в локальный коммитится на GitHub, да, то есть вот какая-то такая логика должна быть, чтобы ты сказал тройная защита, то есть если есть КВ, то хорошо, если нету, то подтягивается из локального файла, а ты сейчас говоришь о том, что пусто. Это противоречит тому, что мы обсудили раньше. Так, принято, поправки видны сразу после деплоя, значит, применяю их на serve-time. Worker берет готовый союз с полки КВ и накладывает сверху твои committed поправки, добавить, убрать. На каждый запрос не сломать логику, держать так, правки, крошечная пара кодов, принять чистой оттестированной функцией файл поправка. Отсутствуют биты, просто игнорируется, карта не падает. Ответил выше, я не согласен, что игнорируется. У нас всегда карта показывается из какого-то надежного источника, который гарантированно есть. Мы сошлись по ядру, зафиксирую его в антикраш якорь по SDLC. Да, пожалуйста, запиши технические данные, ТЗ, техническое задание, чтобы был антикраш якорь. Беру мои рекомендованные дефолты по 3 оставшимся мелочам. Люк оставляю шумным, self-host, библиотека, карты, отдельный пиар. Пустые данные держим
последний хороший СКВ, иначе заглушка. Ну, в общем, хорошо, что он уже делает, и хорошо, что мы это все прочитали, потому что здесь, ну, было важно многое прочитать. С многим я не согласен был. Это наш 4-й, да? Ну да. Втягиваются карты, да. Вот сюда вот копируем все и вставляем, чтобы он имел полные ответы на все вопросы. Второй. Стяни. Ты работаешь не один, а в команде, поэтому стяни последний мейн и отталкивайся от него. Перед тем, как ты будешь коммит пушить, мерджить, то стяни актуальный origin в main, чтобы ты работал в своем коде от последнего мейна. Так, ну это вроде бы все выполняется. Что у нас тут? Эти файлы загрузились. Что у нас? Cloudflare Dashboard. Вроде бы он говорит, что мы здесь не залогинены, наверное, да? Я не вижу, чтобы была какая-то вкладка под управлением. Он, наверное, попытался достучаться туда через какой-то CLI протокол. Но в любом случае, я так понимаю, что десктоп нам уже не нужен, что у нас все получилось создать и разработать через наш CLI. Так, вот она наша Австрия. Это общая карта. А Грузии пока что еще здесь нету. Вот список. Здесь ее еще нету. Так, понял, командная работа. Стягиваю свежий мейн и отталкиваясь от него, сначала остановлю текущий фоновый пуш, иначе он либо прется в устаревшую базу, либо создаст двойную нагрузку на D1, затем ребейс на свежий мейн. Остановлено при так, head, amend со всеми правками, доки прошел до основания, рабочее дерево чистое, не двигался, 0 позади, я уже на свежем мейн. Свежий мейн подтвержден. Я на таком-то не отстаю. Повторный пуш с полным гейтом идет в фоне. Жду завершения. Второй у нас уже докодил, проходит проверки. Стоп, ты сказал очень важное. Project Design и контракт со мной переписал после моего онбординга. И сейчас пишутся playwright тесты, значит, я могу работать по устаревшему контракту. Обязан перечитать свежие документы, прежде чем продолжить. Плюс несколько твоих правок. Переворачиваю ранее решенное, зафиксирую все заново. Перечитаю контракт и ищу новые правила про playwright. Окей. Я думаю, их можно оставить на минут 20, 30, 40, пусть занимаются. Надеюсь, было полезно, интересно, познавательно. Для меня какие-то моменты были тоже интересными, когда я читаю вот так вот, что делает Cloud Code прямо в терминале, что удаляет, что пишет, как мы общаемся. Это повышает мою IT-насмотренность. Я надеюсь, что это повышает вашу IT-насмотренность, и вы будете создавать более качественные свои IT-продукты. Так что я желаю вам финансового благополучия. Создавайте проекты-миллиардники в долларах. Пусть у вас все получается. И спасибо за лайки, подписки. И спасибо, что смотрите. Надеюсь, полезно.